you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим 3 новых аудиофильских кабеля для внутриканальных наушников от компании ТРК ПЛСТ. И, конечно же, как всегда, поговорим с вами о самом главном, о том, как именно они влияют на звук и для каких наушников они лучше всего подойдут. Погнали! Ну и смотрите, друзья, все 3 кабеля в этом обзоре получили коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. И действительно очень качественную фурнитуру. И первым делом у нас идет флагманский кабель ТРК Plus 08 стоимостью около 14 тысяч рублей прямо сейчас на AliExpress во время распродажи. И это двухжильная модель, которая при этом остается легкой, гибкой и очень удобной в использовании. Но самое интересное здесь, конечно же, скрывается внутри. И в качестве проводников в нем используется сплав чистого серебра и палладия, монокристаллическое серебро, позолоченная монокристаллическая медь, медь с добавлением редкоземельных сплавов, а также отдельный экранирующий слой из золотой фольги с композитным графеновым покрытием, что звучит ну просто феноменально. А вот следом идет ТРК Plus 32 стоимостью около 9000 рублей. И это уже более массивный 8-жильный кабель, который в своем составе использует монокристаллическое серебро, позолоченную монокристаллическую медь и покрытие из редкоземельного палладия. Поэтому и характер звучания у него, как оказалось, получился уже совершенно другим. Ну а последний кабель это ТРК Plus 27 стоимостью около 4000 рублей. И это тоже 8-жильная, но тоже очень легкая и удобная в использовании модель, в составе которой используется серебряно-медный сплав Furukawa с серебряным покрытием, плюс монокристаллическая медь 7N, что тоже звучит очень даже интересно. Ну и теперь давайте обсудим, как все это влияет на звучание уже на практике. Ну и начну я, конечно, с ТРК Plus 08, потому что этот кабель без всякого преувеличения оказался одним из самых техничных, прозрачных и впечатляющих кабелей, которые мне вообще доводилось тестировать за последнее время. И самое главное, что он не пытается как-то искусственно подчеркнуть какой-то один диапазон, а делает всю подачу уже более чистой, свободной и информативной. И первое, что сразу бросается, это ощущение пространства. Музыка словно выходит за пределы наушников, между инструментами появляется больше воздуха, ну а сама сцена становится уже значительно шире, глубже и точнее по локализации, благодаря чему сложные композиции воспринимаются уже гораздо легче, потому что банально каждый инструмент занимает свое место и не смешивается в одну общую массу, а вот низкие частоты становятся более быстрыми, собранными и структурированными. Бас не старается добавить какого-то излишнего басхедного веса, а наоборот делает акцент на точность, текстуре и контроле, благодаря чему очень хорошо становятся слышны все отдельные басовые партии и различные нюансы исполнения. А вот серединка прям раскрывается максимально естественно и открыто. Вокал звучит чище, появляется больше микродеталей, лучше ощущаются все эмоции исполнителя, но инструменты получают буквально великолепную разборчивость даже в самых насыщенных аранжировках, что мне вообще удалось встретить. И при этом высокие частоты это буквально одна из сильнейших сторон этого кабеля, поскольку они становятся невероятно прозрачными, воздушными и протяженными. Появляется огромное количество мелких деталей, различных каких-то послезвучий, оттенков, но при этом этот кабель совершенно не скатывается в какую-то резкость или излишнюю яркость. И именно поэтому больше всего мне понравилось использовать его с теплыми или даже слегка темными наушниками, которым он буквально берет и открывает уже второе дыхание. Ну а следующий кабель ТРК Plus 32 тоже оказался не менее хорош, но раскрывает наушники он уже совершенно по-другому. Если предыдущий кабель делает акцент на максимальной прозрачности, воздушности и ощущении открытого пространства, то этот кабель старается сохранить такой же высокий технический уровень, но при этом делает подачу более насыщенной, плотной и музыкальной. И первое, что я отметил для себя, это более уверенная и фундаментальная основа звучания. Низкие частоты становятся
становится глубже, приобретает хорошую такую упругость и более выраженную фактуру. Бас звучит более весомо и энергично, но при этом сохраняет отличный контроль и не пытается перетянуть все внимание на себя. А вот средние частоты становятся насыщеннее и телеснее, за счет чего вокал звучит эмоциональнее, чуть выйдя ближе к вам, а инструменты приобретают такую как бы заметную плотность и естественность своей подачи. При этом этот кабель совершенно не теряет в разборчивости, поэтому даже какие-то насыщенные композиции тоже остаются чистыми и прям отлично читаются. А высокие частоты тоже радуют прям отличной детализацией, но здесь они подаются уже немного спокойнее и мягче, благодаря чему звук воспринимается комфортным для длительного прослушивания, при этом все нюансы, послезвучия, микродетали остаются на своих местах. Ну и конечно же все это отражается на звуковой сцене, и она становится прям заметно просторнее, глубже, объемнее, а локализация инструментов остается очень точной и естественной. Просто если 0.8 сильнее как бы впечатляет вас ощущением вот такого огромного количества воздуха и максимальной открытости, то 32 делает акцент на более цельной, насыщенной и гармоничной подаче. И именно этим он мне очень понравился. Но вот ТРК Plus 27, конечно, будет уже немного проще по своему характеру, но, ребята, это вовсе не значит, что он оказался неинтересным, а наоборот, для своей стоимости он произвел на меня очень даже приятное впечатление, и, на мой взгляд, станет отличным вариантом для внутриканальных наушников примерно до 15-20 тысяч рублей, когда хочется немного улучшить их подачу, но без каких-то серьезных затрат. И после его подключения я сразу заметил, что звук становится более собранным, аккуратным и уверенным. Низкие частоты приобретают больше упругости и контроля, басовые партии звучат чище и структурирование, хотя и без какого-либо сильного акцента или попыток как бы кардинально изменить характер наушников. А вот средние частоты становятся немного чище и плавнее. Вокал лучше отделяется от инструментов, повышается разборчивость, а сама музыка воспринимается уже чуть свободнее и комфортнее, но с более теплым, я бы даже сказал, нейтральным, сдержанным характером. А высокие частоты в его случае получают небольшой прирост прозрачности и детализации, появляется чуть больше воздуха и легкости, но при этом этот кабель точно не делает подачу какой-либо яркой или утомительной. А вот звуковая сцена тоже не остается без изменений. Она становится немного просторнее, инструменты разделяются чуть лучше, но локализация ощущается аккуратнее, благодаря чему музыка уже воспринимается банально более цельной и организованной. Конечно, по масштабу изменений этот кабель не дотягивает до старших моделей, но этого от него, я думаю, никто и не требует. И за свои деньги, на мой взгляд, это просто очень удачный, честный и универсальный кабель, который способен сделать звучание ваших наушников немного чище, аккуратнее и просто интереснее, сохранив их собственный характер, а не пытаясь как-то его полностью изменить. Ну и в итоге, друзья, я пришел к тому, что вся линейка этих кабелей получилась очень удачной. Здесь нет ощущения, что перед вами просто несколько похожих моделей, но с разной ценой, а наоборот, каждая из них имеет собственный характер и рассчитан уже на совершенно разные задачи. И если вам хочется получить максимум прозрачности, воздуха и технического уровня, то однозначно стоит обратить внимание на 0.8. А если же вам хочется найти буквально такую золотую середину между высокой детализацией, плотностью и музыкальностью, то 32, на мой взгляд, станет одним из самых интересных вариантов. Ну а 27 это просто очень достойный кабель для более доступных внутриканальных наушников, когда вам хочется просто немного улучшить их звучание. Но на этом у меня на сегодня все. Я надеюсь, что этот обзор был для вас полезным и помог вам лучше понять реальные различия, которые существуют между этими кабелями. Всем спасибо за просмотр, всем отличного звука, хорошего настроения и до скорых встреч уже в новых обзорах.